Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. А помните, как в детстве все мы пытались как-то подчеркнуть индивидуальность своей техники? Мотали цветную проволоку на колеса велосипедов, клеили наклейки спортивные на свой мопед. Ну и все в таком духе. Это и есть тюнинг. А крайнее его проявление, когда создается по-настоящему индивидуальная вещь, которой больше ни у кого нет, это уже кастомайзинг. И вот сегодня мы во Вроцлаве на кастом-шоу. Приехали, нашли место для бесплатной парковки в таком интересном районе старинных особняков. Очень интересная локация. Это зал столетия. Вот он. И здесь же большой музыкальный фонтан. Он сейчас не работает, не сезон. Но красиво и необычно. И здесь же проходят всяческие выставки и прочие мероприятия. Вот мы и приехали сегодня. Выставка называется Custom Head. Внутри довольно многолюдно. Отстояв 20 минут в очереди, получив заветный браслет, входим. О, гардероб, можно раздеться. Удобно. Здесь одновременно с кастом-шоу проводится еще и тату-шоу. Может быть, мы туда заглянем попозже. Но начнем с техники. Думаю, тут стоит выработать какую-то систему передвижения, чтобы все посмотреть, ничего не пропустить. Давайте двигаться по кругу. И уже начиная от входа нас встречают выставленные в рядок кастом велосипеды. Скажем так, ничего заводского здесь нет. Все, начиная от рам, сделано с нуля. Очень необычно, индивидуально, местами красиво. Но так, объективно глядя, я не знаю, какой из этих велосипедов мне приглянулся бы для себя. Наверное, вот потому что он с коляской. Я думаю, вы оцените эти кадры. А вот вам, пожалуйста, моторизированный вариант. Конкорд. Китайский двухтактный моторчик. Самодельная рама, множество всяческих непонятного назначения труб. Бачок. Спидометр до 60 миль в час. Велосипед в стиле Harley Davidson на широких колесах. Серо-оранжевая оригинальная расцветка. Тормоза, гидравлика. Очень красивые. Расширительные бачки. Все красиво, все стильно. Нравится. Здорово. Ну а дальше апхендер. Высоченный руль. А вот, пожалуй, самые необычные экземпляры. Футуристический дизайн. Наверное, не ошибусь, если скажу, что там спрятана какая-то коробка передач. Гидравлические тормоза, литые колеса. Параллелограммная передняя вилка. Согласитесь, смотрится классно. Такой велосипед определенно привлекал бы внимание на улицах.
черно-желтый чоппер. На его фоне сзади шикарный Hot Rod. А здесь велик для Барби. Розовые тона. Вариант для девочек. Кстати, напротив грохочет сцена. Я так понимаю, здесь чуть позже будет еще и выступление каких-то групп. Пойдемте посмотрим на мотоциклы. Уйдем подальше от музыки, чтобы не приходилось ее перекрикивать. Пока просто прогуливаюсь, просто смотрю, но уже вижу, что очень много интересных выставлено экспонатов. Harley Davidson, Shovelhead, Kickstarter, классика, длинная вилка, рогатый руль, CC-бар, настоящий классический, канонический, я бы сказал, чоппер. Очень нравится, очень хорош. Следующий за ним, это уже скорее боббер, такой длинной вилки нет. Маленький кастомный бак, также Kickstarter. Все такое сбитое, все такое плотно скомпонованное. Тоже классно. Я попал просто на ряд Харлеев. Следующий Shovelhead. Какой карбюратор сдвоенный. Самое интересное, что впускной коллектор сходится потом в одну трубу, которая расходится на 2 цилиндра. 67 год. Ну, ясно, что все эти годы, указанные здесь, это год выпуска исходника, год выпуска донора, от которого берется двигатель и, возможно, какие-то элементы рамы. Под номером 1 Harley Davidson, без дальнейших пояснений, 2001 года, но общий стиль, общий дизайн выдержан в концепции начала 70-х. Следующий мотоцикл тоже очень интересен. Пожалуй, я отметил бы покраску. Это черный мат и черный глянец. Видите эти языки пламени на баке? Смотрится классно. Очень объемно, очень текстурно. Двигатель современный, никаких киков ножных здесь нет. Но все стилизовано под старину. У меня постепенно заканчиваются восхищенные возгласы, я начинаю повторяться. Тоже мотоцикл интересный, очень красивый, в таком сине-красном дизайне. Обратите внимание, как зарешочен впускной фильтр воздушный и выпуск. Прослеживается такая общая тенденция. Я даже не знаю, не лишними ли тут будут мои комментарии. Может быть, стоит просто походить, посмотреть и насладиться видом этих мотоциклов. А вот чоппер, построенный на базе мотора ВЛА. Нижнеклапанный двигатель. Трубы с рыбьими хвостами. Вилка Springer, хром, высокий руль. И следующий тоже очень хорош. Это Shovelhead чоппер. Опять же, старая коробка с кикстартером. Но посмотрите, сколько работы, сколько труда сюда вложено. Как все блестит, какого качества покраска. А сиденье — это отдельное произведение искусства. Натуральная кожа с тиснением. Пожалуй, один из самых красивых мотоциклов за сегодня. Но мы еще прошли не все. И следующий тоже вызывает восхищение. Двигатель Sportster. И очень проработанные мелочи. В плане покраски, в плане детализации.
Красота. А финализирует ряд Harley-Davidson такой замечательный детский Hot Rod. Интересно, он с педальным приводом. Да, он на педалях. Видна цепь. Классная детская игрушка. Здесь же видим торговые точки, продающие всяческую атрибутику, как в плане одежды, так и в плане оформления каких-то мастерских, гаражей, либо просто своей комнаты в стиле пинап, например. Ну и пойдемте пройдем по ряду автомобилей. Кадиллак. 83-й год. Огромные мягкие диваны в салоне. И вот эта прыгающая подвеска, знакомая нам по американским фильмам. А дальше что-то похожее на Победу, либо Варшаву, но уверен, нет. Это что-то из Штатов. Chevrolet Elite Line. Необычный такой козырек, очень узкие, низкие окна. И кого-то, кажется, закрыли в багажнике. А вот шикарный Chevrolet Impala. Все в хроме. Двигатель, коробка, все узлы, все агрегаты, все блестит хромом. Стерильная чистота под капотом. Сам капот широченный. Кожаный салон. Диваны, кресла. А в багажнике у него располагаются компрессоры. Компрессоры как раз вот для этой системы подпрыгивания. Ну, как мы подошли и багажник прикрыли. Может быть, сейчас будет какая-то активность, судя по тому, что водитель... Ага. Как оно делает, а? Прикольно. У нас появилась возможность заглянуть ему под юбку, а там такая же стерильная чистота и хром. Обалдеть. И снова мы вышли к ряду мотоциклов. И если раньше любовались Харлеями в стиле 70-х, то это уже современные варианты тюнинга и кастомайзинга. Огромные передние колеса, блестящие в хроме. Много-много всяческих дополнительных дизайнерских элементов. Заниженные кофры. Смотрится красиво. Но, честно сказать, я больше предпочитаю старый стиль. А вот мотоцикл, который мне очень нравится и очень интересен, на котором я бы с удовольствием попробовал проехать. Это BMW R18. Здесь в кастом варианте. Покраска такая в стиле пчела. Видите эти соты, видите эти крылья. Я думаю, дизайнер именно это пытался передать. Но только гляньте на этот кардан. Все такое большое, солидное и основательное. Нет, у меня нет никаких комплексов и предубеждений. Просто большой интересный оппозит. А дальше в зеленом цвете что-то совсем малокубатурное. Я не могу отсюда разглядеть производителя двигателя. Возможно, это какая-то старая Honda. Есть кик. Непонятно, зачем так удлинена рама. Может быть, для крепления кофров. Сиденье на минималках. Но, тем не менее, мотоцикл привлекает внимание.
А еще здесь очень много фотографов. Конечно, плотность парковки мотоциклов на площадке довольно высокая и сложно рассмотреть все в деталях, но мы постараемся. Еще один Harley Davidson Shovel Head. А следом за ним хипосувка. Это Днепр. Всем нам знакомый Днепр в стиле Ахламон. Радстайл. Так называемый стиль крыса. Вилка Спрингер самодельный, облезлый. Когда-то это был хром, но его съела ржавчина. Двигатель, мне кажется, не работает, потому что на нем совершенно нет потеков масла, он сухой. Но я думаю, при желании можно было бы заставить его поехать. Harley Davidson White Lady. Это я читаю надписи на табличках комментирующих. Подразумевается, что это мотоцикл для леди, для девочки. Сделан красиво. Ну, такой довольно массивный. Suzuki GS 500, 99 год. Старенький японский дорожник, у которого очень серьезно доработана задняя часть, самодельное сиденье, узкое, жесткое, спартанское, двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения. А это BMW R 1150. Почти литр 200 объема. Сложная BMW-шная вилка. Вот эти паралеверы. Видите, здесь вроде как и телескоп, и вроде как маятник работают совместно, дополняя друг друга. Harley Davidson Road Glide. А дальше гляньте, какой оппозит. Это BMW, скорее всего R100 с коляской. С коляской в виде бочки, которая представляет собой самогонный аппарат. Змеевик, охлаждаемый набегающим потоком воздуха, и кран над подстаканником. Можно ставить туда кружку и на ходу. Да, видите, даже на боковине мотоцикла 40% бурбон-боббер. Вилка, кстати, маятник, очень похожа на ураловскую. Скорее всего, она и есть. Крепеж весь латунь или бронза. Днепровское колесо. Вайтволы. А сзади видим днепровский маятник, и фрагменты рамы — это тоже Днепр. Да. По сути, перед нами Днепр. Два Харлея. Один можно выделить за покраску, весь вот этот перламутр, весь этот блеск. А другой — это лепнина. Представляете, сколько на это ушло шпатлевки, чтобы вылепить все эти когти, все эти зубы. Я помню, когда-то в начале 2000-х мои друзья в Гомеле делали похожий проект в стиле «Чужой» на базе Honda CB400. Тоже, наверное, ведро шпаклевки ушло. Но оно того стоило, и этот мотоцикл долго потом ездил по всей Беларуси, его перепродавали. Да, кстати, это тоже проект «Чужой», судя по тиснению на сидении. Это лицехват. Ну, интересно. Ямашка. Такой скрэмблер, не скрэмблер. Ну да, заявлен как скрэмблер. 125-очка. Широкие колеса, на такой классно бы погонять по пляжу,
где-нибудь в Калифорнии. И Honda для прохватов по лесам. Внедорожная резина. Очень красивый зеленый металлик. У меня когда-то была Honda Steed VT600. Она была покрашена в два цвета. Один вот такой оливково-зеленый металлик, а другой чуть более насыщенный зеленый. Тоже было классное сочетание. Сейчас где-то в Минске, наверное. А вот вам, пожалуйста, колясыч. BMW R100. Коляска, классическая лодка. Рама с трубой квадратного профиля. Скорее всего, рама самодельная. Крепление, смотрите, под двигателем спереди один кулак, шарнир. И, скорее всего, за двигателем сзади будет тоже такой же шарнир. И теоретически есть возможность ездить с наклоном мотоцикла в поворотах. Но либо для выставки, либо просто что-то пошло не так и была установлена распорка, вот эта диагональ сзади. Да, я думаю, это как временная такая распорка для транспортировки, поскольку на раме, спереди на раме коляски видим резиновый отбойник для упора клапанной крышки в правом повороте. Вот оно, то, о чем идет речь. То есть в повороте цилиндр достает до этой резинки. Было бы интересно проехать, прочувствовать, как это ехать с коляской, но при этом наклонять мотоцикл в поворотах. Еще один Harley Davidson VLA с необычной прозрачной крышкой зажигания. Я думаю, в темноте видно будет, как там искрят контакты. Здесь такой приятный уголок харлеевской классики. Если раньше мы видели те чопперы и бобберы, которые строили любители Харлеев, пытаясь индивидуализировать свои мотоциклы, то здесь что-то более заводское, что-то более выдержанное в том стиле, в том виде, в котором вышло с завода. И согласитесь, оно красиво. Синий, мой любимый цвет. 195 миль в час. Как вы думаете, оно столько ехало? Очень сомневаюсь. Здесь у нас трайк на базе Харлея. Трайк двухместный. Широкие автомобильные колеса сзади. Россыпью листья каннабиса. Рычаг переключения в виде черепа, который говорит о брутальности владельца. И, наконец, переднее крыло, которое полностью перекрывает фару. Собственно, это здорово, наверное, подсвечивает качественную покраску. О нет, простите, здесь пневмоподвеска. И когда все это заводится, когда все это запускается, мотоцикл поднимается над асфальтом, и, скорее всего, вилка тоже серьезно поднимается вверх. Забираю свои слова назад, фара и крыло замечательно расположены. А как вам такой спортстер в черном мате? Ну, точнее, в черном мате двигателя, а все остальное просто в матовом цвете и потеки ржавчины. И тут же языки пламени, и все это такое матовое, что выглядит ненатуральным, как будто бы распечатано на виниловой пленке, которая потом наклеена поверх металла. Можно я потрогаю? Ну, кажется, так и есть. Никаких переходов, никаких неровностей, но выглядит все это как пленка. Однако сам дизайн интересен. А вот здесь класс. Вот здесь покраска шикарная. И низкий руль. У меня
есть мысли что-то похожее сделать на своей Хонде, на своей VT700. Заменить рогатый хондовский руль на клипоны, которые крепились бы непосредственно на перьях вилки. Выглядит это интересно. А следом видим Yamaha. Это Yamaha XV750 83 года. Ну, точнее, от нее двигатель. И согласитесь, двигатель красивый. Воздушная V-образная двойка. Очень красиво обыграна выхлопом. Низкий руль, вилка-перевертыш и спортивная посадка. Он выглядит классически, чем-то похож дизайном на вот эти чопперы с баком каплей, но при этом сиденье высоко, руль низко, посадка будет как на спортбайке. Suzuki 750, катановский мотор, но от катаны здесь ничего, только двигатель. А следом красивая Honda. Проект под названием Rocket Mouse, 80-й год. Двигатель похож на Honda Rebel. Это рядная двоечка воздушного охлаждения. Были они в разных вариантах. Была, по-моему, 400-ка самая большая, либо 250-очка. Уже не знаю, что здесь. Но построено красиво. Опять же, низкий руль, но уже не клипоны, а перевернутый руль в обратную сторону ради спортивной посадки. А следом у нас Blue Betty, 19-й год. То ли постройки, то ли выпуска двигателя. Здесь длинный, красивый хромированный спрингер. Здесь бак капля и все такое в стиле Харлея, но движок откровенно подкачал. Это китаец, инжекторный китаец. Двухцилиндровый, но небольшого объема. Забавное сочетание, такая эклектика. Немного необычных вещей. Черепов харлеевских моторов и бюстов Лемми.